Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. Зовут меня Женя. Вы на моем канале «Счастье в нас самих». И сегодня, как и каждый день, мы посмотрим, что же советует нам Таро на завтра. Что ж, по мнению Таро, важно для вас завтра. Первое, что хочу сказать, вы немножечко в какой-то ситуации потерялись. Для вас не очевиден выход, для вас не очевиден ответ на ваш вопрос. По этой карте могу сказать, ваши эмоции застилают вам глаза. Я очень часто возвращаюсь к вопросу эмоций, и при всем при том, что эмоции надо показывать, эмоции надо высказывать, и неважно, какие позитивные или негативные, единственное, что всегда старайтесь быть дипломатичны для того, чтобы не обидеть собеседника, собеседницу, людей. Не стоит этого делать, всегда все можно высказать красивым дипломатичным путем. Так тут, но когда идет вопрос о решениях, вопрос о ситуациях, часто ваши эмоции не дают вам ясно увидеть картину, идут поспешные выводы, и не всегда эти поспешные выводы правильные. Сколько раз я общаюсь с друзьями, со знакомыми, слушаю их, и они под эмоциями дают свое мнение, а я, соответственно, так как я еще и энергию чувствую, понимаю, что их выводы неправильные. И, конечно, не всегда я даже могу сказать, опять же, для того, чтобы человека не обидеть, всегда очень осторожно и красиво, зная человека и зная подход к человеку, я могу, может быть, иногда даже переубедить и преподнести факты, которые могут изменить мнение человека. Так вот тут как раз такая ситуация, что вы не видите выхода из-за ваших эмоций. Извините, долгое предисловие, но хочу вам объяснить, что же может с вами происходить и что советуют карты. Успокоиться, прежде всего успокоиться. И опять же, при позитивных эмоциях вы тоже не всегда видите ситуацию ясно. Поэтому если не можете найти решение, если вопрос требует ответа, все-таки надо успокаиваться от любых эмоций и подходить более аналитически к решению. Переживания. Я вижу, что будут переживания от незнания, от того, что вы не знаете, от того, что идет какая-то неизвестность, вы будете переживать. По этой карте могу сказать, что переживания беспочвенные. Все-таки эмоции мешают. Только эмоции и мешают видеть картину ясно и принять правильное решение. Тут еще, если говорить об отношениях, вижу ревность. Не делайте поспешных выводов. Опять же, я повторяюсь. Ревность – это чувство неуверенности в себе и неуверенности в своих силах. Может быть, я недостаточно хорош, или я недостаточно хороша. Да, у нас плавно расклад перешел в отношения, но здесь я ярко вижу эти вопросы, поэтому я их и озвучиваю по двум этим картам. Больше всего я вижу именно отношения и именно ревность и недоверие. Смотрите, неуверенность в себе и ревность. Если вы на этом будете зацикливаться, вы и притянете к себе ситуации, связанные с этими чувствами. Это не будут уже беспочвенные чувства, это уже будут чувства по факту. И притянете вы это сами.
Поэтому ни в коем случае не разрешайте это себе. Не выходите на конфликт по этому поводу, потому что конфликт никогда не помогает решению проблемы. Разберитесь прежде всего в себе. Я вот плавно веду все время к тому, что ваш мир начинается с вас. И только вы можете его изменить. Не изменяя себе и не изменяя себя, а изменяя свое отношение к себе, к людям и к ситуациям. Поэтому надо себя настраивать на самое лучшее и прежде всего любить себя, доверять себе и ценить себя. И тогда все вокруг будут относиться к вам так же. Так что тут особенно, я же говорю, ярко вижу отношения. Уберите все эти чувства, они беспочвенные. Это ваше подсознание, исходя из прошлых опытов, дает вам такой сигнал. Ну и еще карты говорят о том, что помните, что любые ситуации, любые события требуют работы, требуют труда, требуют вложений. И тут уже не важно, какая сфера жизни. Но если мы продолжаем то, что я увидела по первым двум картам, вы помните, что над отношениями, любыми отношениями, надо трудиться. И этот труд должен быть обоюдный. И это не важно, или это кто-то, работа, карьера, бизнес, я имею в виду, если есть какие-то задачи, связанные с коллегами, с вышестоящими, это тоже, можно сказать, ваше внутреннее состояние, которое надо проработать. Поэтому работать над внутренним состоянием очень важно, и это советуют карты.